То есть Раис проснулся утром и сказал, сегодня будет не четверг, а пятница. Это вот такое ошибочное мнение, и власти находятся в стереотипе этого ошибочного мнения, что журналисты – это четвертая власть, и если мы будем прессовать эту четвертую власть, то общественное мнение будет по-другому мыслить. Чем меньше становится журналистов, тем больше слухов, тем больше вот этой непроверенной информации, тем больше вот этих соцсетей и так далее. Легко. Сейчас я не вижу вообще ничего. Эти люди, они какие-то совсем серые стали. И парламент серый, чиновники серые. В какой-то степени не правы, например, говоря о советском образовании. У него были плюсы свои, естественно. Ну, например, логики наши людей не обучали. Власть должна посылать более четкий сигнал, а общество должно отвечать своим четким сигналом. То есть тогда и будет развитие. Привет! Академия трех медведей представляет очередной эпизод о таджикских журналистах «Новые медиа». Мы говорим о трендах, о новых проектах и новых успехах. Подкаст создан при поддержке представительства Института по освещению войны и мира в Центральной Азии в рамках проекта «Развитие новых медиа и цифровой журналистики». Меня зовут Зибота Джибаева, и мои гости, мои коллеги. Сегодня у меня в гостях Марат Маматшоев. Это один из лучших, на мой взгляд, редакторов в Таджикистане. Он был редактором газеты «Азия Плюс», потом агентства «Узудагон», и сейчас он является редактором, как правильно, IWPR в Таджикистане. Центральноазиатского бюро аналитической журналистики? Нет, IWPR. Все. Мы сегодня будем говорить с тобой об аналитической журналистике и о редактуре. Я хотела маленькое отступление сделать. Почему ты для меня один из лучших редакторов в Таджикистане? Я просто, когда сегодня вспоминала то, что мы с тобой работали вместе, я вспомнила один момент. Мы так часто с тобой оказывались вдвоем в редакции, когда что-то происходило в Таджикистане. Там, помнишь, пожар был на Корвоне, потом это был Хорозские события. И ты пришел ко мне и говоришь: посмотри, пожалуйста, материал из Хорога. Я не могу быть объективным в этом случае. То есть это был уже показатель того, что ты настоящий редактор. Ну, теперь вернемся к нашим аналитическим материалам. Марат, есть ли аналитическая журналистика в Таджикистане? Просто многие сейчас говорят о том, что она, там, попросили вчера меня девочки, говорят, спроси, когда она умерла. И я говорю, умерла ли она уже? Ну, фрагментарно она есть, как процесс, как развитое какое-то движение, течение, как угодно называть, ее нет. И это легко объяснить, почему ее нет. Ну, мы журналисты, мы являемся партнерами общества, да, и различных его институтов. Аналитическая журналистика, она обслуживает интересы, скажем так, людей, тех, кто принимает решения, например. Обслуживает интересы общества, например. Думающих людей, интеллигентов и так далее, и тому подобное. И для того, чтобы представлять этим людям какую-то ту или иную информацию, ваши все эти аналитические публикации, они должны основываться на каких-то объективных и достоверных данных. То есть у человека должен быть какой-то огромный багаж каких-то статистических выкладок, каких-то социологических опросов, и там еще много биржевых данных, еще чего, очень-очень много, чтобы ты мог как-то более-менее какой-то процесс представить. Почему этот процесс возник, какие движущие его силы, и куда он в конце, и даже сделать какой-то прогноз, более-менее успешный. Ну, конечно, даже мы знаем, и в очень таких развитых странах не всегда делаются успешные прогнозы. Так вот, у нас, к сожалению, в стране очень мало таких вот данных, каких-то объективных, не меняющихся вещей. Например, таджикские биржи нигде не торгуются, например, хотя бы если мы как в Кыргызстане, да, там вот, например, происходили события вокруг Кумтора, его акции резко упали. Это уже какая-то объективная привязка к чему-то. У нас, к сожалению, мы в каком-то своем мире живем, варимся в этом мире, придумываем какую-то собственную статистику, которая может
росчерком пера кто-то поменять. Многие данные даются нам, я смотрю, там они не бьются, эти данные, они не совпадают друг с другом. Мы можем взять тот же пресловутый, например, данные таможни китайской и данные таджикской таможни. Которые всегда расходятся. Это вот, да, это вот до чего надо додуматься, чтобы вот такую, это очень сложные показатели, которые сложно переврать, скажем так, но даже даже они были изменены. То есть очень мало этих объективных, достоверных данных. Поэтому один вопрос, то, что у нас нету этих вот инструментов изучения. Да. Второй вопрос, опять же, нету аудитории, которая хотела бы получать такие данные. Люди понимают, что зачастую решения принимаются какими-то волевыми методами. То есть Раис проснулся утром и сказал, сегодня будет не четверг, а пятница, например. И как бы все живут в этих пятницу. Все живут в пятницу, да. Поэтому очень сложно, здесь трудно подстроиться по что-то. Потому что мы, опять же, очень слабо связаны. Хотя мы говорим, мир глобален, и он действительно глобален, но мы слабо связаны с миром. Даже с соседними странами мы связаны слабо. Поэтому очень много произвола. Очень мало какой-то объективной политики, очень мало разумной какой-то объективной реальности. То есть, когда, например, ты думаешь, логически должно быть принято вот такое-то решение, да, исходя из логики, внезапно принимается какое-то совершенно другое решение, и ты не понимаешь. Например, у нас был такой случай, когда наши власти, экономические власти, так скажем, хотели на полном серьезе обязать внутренних производителей хлопка платить дороже, чем экспортеры. Чем, то есть, иностранные, те, которые его покупают из-за рубежа. На полном серьезе эта тема обсуждалась. Слава богу, ее не приняли. Или приняли? Я вот детали не помню. Но мы публиковали об этом статью, и они обосновали это тем, что эти люди вывозят хлопок за пределы, получают валюту и так далее, и тому подобное. И типа это для Таджикистана хорошо. А вот собственные производители, они этот хлопок покупают за таджикские рубли, и как бы они никому не нужны. Тогда еще, по-моему, у нас рубли были. Я при желании могу найти эти, как сейчас говорят, пруфы, доказательства и так далее. Поэтому очень много такого, что говорит аудитории, например, для западных, например, инвесторов. Для них достаточно каких-то изучений вот Всемирного банка, например. Они многие на него ориентируются. Для какие-то другие вещи. И им достаточно понимать, что в Таджикистан лучше не идти, например. Те, кто принимает решения. А для людей, которые знают с нашими условиями, они понимают, что, к сожалению, наши аналитики, они либо не обладают необходимой информацией, либо не могут ее по тем или иным причинам озвучить. То ли не могут ее либо доказать, эту объективную информацию, то ли опасаются каких-то неадекватных действий, скажем. Знаешь, это ты просто перешел через несколько вопросов, да, я как раз хотела сказать, что сейчас нет просто аналитиков. Аналитика, она, например, как появилась журналистика, собственно говоря. В 19 веке появились такие информационные агентства, скажем так, буржуазии, как называете, классу собственников, как угодно называйте его. Ему нужны были доказанные твердые данные, например. Кипа хлопка стоит, скажем, в Бомбее 45 центов, например. Я не знаю, долларов, стерлингов, как угодно. Скажем, в Калькутте она стоит 35, предположим. То есть выгодно взять в Калькутте и продать в Бомбее, например. То есть им нужны были очень точные, достоверные данные, до копеек. Потому что он хотел получить информацию, которая помогала бы ему принимать решения. У нас, к сожалению, во многом СМИ, они воспринимаются как аппарат пропаганды. Там воспринимался этот как инструмент, который, скажем, обслуживал, в какой-то момент он обслуживал интересы бизнеса, был даже, может быть, сказать, в каком-то таком подчиненном положении, но в какой-то момент сами журналисты поняли, что это неправильно, что надо быть партнерами, что мы тоже бизнесмены, и надо говорить на равных. И вообще, самая нормальная журналистика – это когда она
старается говорить со всеми институтами общества, в том числе и с властью, на равных. То есть диалог. Она ведет диалог. А возможен вообще этот диалог в Таджикистане сейчас? Ну, идеальных стран нигде нету. Везде есть проблемы, и сейчас есть проблемы. Но надо к этому стремиться. Хоть какой-то там. По каким-то вопросам, я думаю, может быть. Если будет, опять же, какое-то консолидированное решение. Скажем так, и соцсети, и все оставшиеся медиа, и газеты, я не знаю, еще что-то. Если будут, скажем так, в каком-то вопросе мы будем едины, например, вот диалог вам, было принято решение о том, чтобы поднять цены на интернет. И мы видим, что отыграли назад, цены на интернет не подняли. То есть в этом случае мы имеем такую ситуацию, когда нам забрасывают какие-то решения, потом смотрят, какая будет реакция, а реакция тогда была единодушно гневная. И потом они отступают. Но потом, правда, принимаются другие решения, другие рычаги. Мы знаем, что некоторых активистов там потом начинают, скажем так, к ним приглядываться. На них оказывается давление и так далее. Смотри, я помню период, ты сейчас все, что ты говорил об экономической аналитике. Да, социально-экономической аналитики. А помнишь, был период, когда все журналисты просто кинулись писать на политические темы. И даже обижались, когда мы им говорили, что, ребят, куда важнее писать о социальных проблемах, экономических. Нет, это просто вот прям бум какой-то был. И все хотели быть серьезными журналистами, политическими обозревателями. Сейчас как? Есть у тебя запрос? Вот просто... Ну, я скажу, что, в общем-то, политика – это всегда про деньги. Всегда про деньги. Поэтому политика – это всегда, когда ты говоришь, например, почему арбуз стоит 6 самани, например, а вчера он стоил 4 самани. Почему он подорожал на 2 самани? Это самые страшные, кстати, вопросы. Почему вот это и это? Социально, экономически – это самый болезненный, например, вопрос. Политика, люди на самом деле думают, что это во многом у многих вот молодых журналистов, у них есть мифы своеобразные, да? Они там кто-то что-то посмотрел, кто-то что-то, там о политических партиях. Скандал, как этот фильм назывался? Я не сомневаюсь, что они его смотрели, но что-то в этом духе. Что журналист это такой крутой вот такой вот. Чел, который, да. На самом деле мы просто люди, которые приносим людям общественно значимую информацию. Мы помогаем людям принимать правильные решения. Вот это наша функция. И не более того. Мы не прокуратура, не суд, не органы власти. И не четвертая мы власть вообще. Ни разу. Четвертая власть – это общественное мнение. Мы просто влияем в какой-то степени на это общественное мнение. Если быть точнее, мы влияем друг на друга. Общественное мнение влияет на нас, журналистов. Оно дает нам социальный заказ. Оно нам говорит, сейчас надо писать, например, про какие-то вот такой, например, про коронавирус надо писать. Насколько, например, как нам надо избегать, например, чего-то. Или насколько реально то, что сейчас в Таджикистане нету коронавируса, предположим. Или еще какое-то. Общественное мнение нам говорит, что вот об этом надо говорить и писать. По крайней мере, как мы это понимаем. Мы пишем об этом, и как наши статьи находят они отклик, как наши видеоматериалы находят отклик у аудитории. Мы видим, есть обратная связь, новые технологии это позволяют делать. И мы, исходя из этого, потом работаем дальше. Поэтому, в общем-то, четвертая власть – это общественное мнение. Мы никогда и не должны на нее претендовать. Это вот такое ошибочное мнение. И власти находятся в стереотипе этого ошибочного мнения, что журналисты – это четвертая власть. И если мы будем прессовать эту четвертую власть, то общественное мнение будет по-другому мыслить. На самом деле мы должны вот так сравнить. Это вот большая широкая река, она впадает в океан. Вот общественное мнение – это большой океан. Мы, скажем так, один из ручьев, да, который туда идет. А много туда идет и других ручьев. Это там те же социальные медиа, это те же социальные сети. Это слухи, это разговоры на кухне, и все это собирается, и все туда идет. Чем меньше становится журналистов, тем больше слухов, тем больше вот этой непроверенной информации, тем больше вот этих соцсетей и так далее.
Поэтому власть этого либо делает вид, что не понимает, либо не знаю я. Мне трудно судить. Я не был в их шкуре. Почему они так делают? Но они думают, что если они заткнут голову, рот нам, то ситуация изменится. Но это не так. А можно ли делать журналистику, когда у журналистов просто 0 инсайдеров, то есть людей в системе, да? Это очень сложно делать. Вот политическая журналистика без инсайда, она невозможна. Это, у нас, например, использовать инсайд, по крайней мере, в легальных медиа он тоже невозможен. Потому что рано или поздно к тебе придет человек и спросит, откуда у тебя эта информация? Человек с какими-то полномочиями, которому ты будешь обязан либо ответить, либо, короче говоря, у тебя может наступить какая-то ответственность, административная или еще какая-то там. Просто без инсайда политическая журналистика в наших реалиях и в ближайшие 30-40 лет, я думаю, она просто невозможна. Нам очень важно знать, скажем так, по крайней мере, инсайд это результат конкуренции, да, во власти. И инсайд, для чего он запускается? Обычно, скажем так, это в странах, где, скажем так, прислушиваться к общественному мнению, да, и вот какой-то инсайд выпускает, что вот этот чиновник, он плохо работает. И потом, в общем-то, подготавливается общественное мнение, чтобы этого чиновника заменить, предположим. У нас, к сожалению, мне трудно сказать, чтобы какого-то чиновника в последнее время сняли из-за того, что общественное мнение против него настроено. Можно сходу назвать очень много непопулярных личностей, про которые много говорят, чиновников. Но они сидят на своих постах и ничего. Поэтому инсайд, и к тому же и сам, кто будет давать инсайд, он не уверен, к сожалению, в наших журналистах, что в какой-то момент его они не сдадут. Да, они его не сдадут. Потому что, мы знаем, что есть способы, когда и сам журналист, даже если он честнейший человек, его могут все равно каким-то образом заставить назвать этого. К своей чести, с чести Азии Плюс скажем, что мы, и вы помните это, Зибо, когда мы сталкивались с такими же угрозами, скажем так, не угрозами, давлением, скажем так. Когда от нас требовали, например, раскрыть имя источника по одному резонансному делу. Это дело было связано с пытками. Мы так и не выдали этого источника. Это, я считаю, что это может быть одно из хороших таких дел, которые я сделал. А потом сел другой человек за это. Нет, там никто не садился. Никто не садился. Там это было другое дело, да. Нам сообщили какую-то информацию о том, что предположительно о том, что человек погиб в результате, что к нему, скорее всего, применялись пытки. Это был акт экспертизы. И от нас хотели узнать, кто нам предоставил этот акт экспертизы. Да. То есть самому документу вот случай инсайда. Чистый случай инсайда. Причем этот человек был, на самом деле, тот, который нам давал эту информацию, он был просто совестливый человек, так скажем. Никакой пользы ему от этого не было абсолютно. Просто ему самому было неудобно, что такой инцидент имел место. В случае инсайда, когда на нас, давление, конечно, было очень сильное, но это зависит, конечно, от того, какой инсайд идет. Если инсайд идет очень серьезный, то там просто даже не отделаешься легким испугом. Да, не отделаешься легким испугом. Поэтому, в общем-то, я пока думаю, что у нас политическая журналистика, так, если мы смотрим на эти кадровые рокировки, какие-то перестановки, тут мне сложно понять логику перемещений, и поэтому и рассуждать, что от этого изменится, да. У нас, я не вижу в последнее время, какие персоналии, например, чем они различаются. Если в 2010 году даже еще, или в 2000 году, я помню министров, я многих знал в лицо, например, с некоторыми я даже общался, говорились о каких-то реформах даже тогда, проводились какие-то круглые столы, инвестиционные какие-то мероприятия, чтобы повысить. И у нас был открытый доступ туда, на все эти сравнительно они были доступны. Я, например, общался с главой Национального банка, Али Мардоном, мы часто общались, а с его заместителем, Шарифом, я забыл его фамилию. Да, я тоже не помню. Да, но он грамотный человек, в общем-то, и он у меня оставил, например, очень такое положительное довольно впечатление.
А вот сейчас... Мы даже, я помню, с тобой ходили один раз в главе службы связи, попали. Да. Довольно легко. Ну, скажем так. Но и сейчас мы к нему довольно легко попадем, я думаю. Хотя нет, не уверен. Я тоже не уверена, что сейчас так легко. Сейчас я не вижу вообще ничего. Эти люди, они какие-то совсем серые стали. И парламент серый, чиновники серые. К сожалению. Слушай, а все-таки вот ты следишь, да, за коллегами из Центральной Азии? У них больше и глубоких расследований, и глубокой аналитики. И вот что важнее тут в этом плане? Опыт или свобода все-таки? Ну, они это все порождают друг друга. Вот, скажем так, свобода это, ну, это как воздух. Если у тебя мало воздуха, ты какой-то рахитичный, ты еле-еле ходишь, и все время у тебя одышка, да? А когда у тебя есть свобода, у тебя появляется и возможность для того, чтобы провести вот это качественное расследование. Так, если у тебя нет свободы, в принципе, ты его и публиковать не сможешь. Поэтому эти процессы, они взаимосвязаны. Свобода порождает опыт. То есть у нас опыт, мы видим, 3 раза человек написал о чем-то, и на него 3 раза уже напали. Да? Это опыт. Я думаю, что это не совсем положительный опыт. Отбиваться зато научился. И какой бы человек сильный не был, всегда найдется сильнее его физически. Да. Поэтому это не наш спор и не наш метод. Насилие – это не наш метод. Мы, журналисты, должны воздерживаться от насилия, потому что мы всегда проиграем, без шансов. Поэтому я думаю, что свобода, она порождает опыт. Свобода, она порождает навыки. Свобода, она порождает умения. Без свободы невозможно ни журналистика, ну и медиа тоже. Как в Туркменистане, например. Практически там нету медиа. Ну, у нас еще, слава богу, есть. И мы с тобой еще пока с тобой здесь разговариваем. Работать тяжело, но можно, так скажем. Так, вернемся к таким практическим вопросам, потому что в любом случае у вас есть аналитические материалы, худо-бедно, но они все равно выходят. Как определяются темы будущего аналитического материала? Либо ты автора ищешь сначала и под него тему, либо тему под автора. И так. Бывает так, что, например, всплывает тема. Опять же, мы говорим про общественный заказ, да? Когда, не знаю, сходу ничего не приходит, курс рубля, курс, сама не прошу прощения, резко падает. Или рубля падает в отношении доллара. Предположим, нам почему-то эта тема интересна. Мы ищем человека, который сможет написать об этом толково и, одним словом, он сможет сказать компетентно свое мнение об этом. Мнение, которое будет интересно и профессионалам в том числе, и широкой публике. Иногда так, я знакомлюсь с каким-то очень грамотным человеком, я разговариваю с ним, и потом мы с ним обсуждаем, какую тему бы он смог для нас написать. То есть я думаю, что здесь нету такой дилеммы или-или. Ты говоришь сейчас об экспертах, которые пишут прям именно свой анализ проводят, свое мнение высказывают. А журналисты? Журналистам тоже, в общем-то, как-то так тоже. Да, я знаю, например, что условный какой-нибудь там, экономический какой-нибудь обозреватель, он хорошо пишет про финансы и банк. Мы подумали сейчас об одном и том же человеке, наверное. Да, поэтому я ему звоню и говорю, вот, напиши нам на эту тему. Либо происходит это событие, в смысле, или наоборот, какой-то журналист подходит ко мне, я хочу сотрудничать с вашим изданием, дайте мне тему. Я спрашиваю у него, если я не знаю его, я спрашиваю у него, какие темы тебе близки, что ты можешь написать, и уже исходя из этого мы определяем тему. Так что здесь нет такой дилеммы или-или. Я думаю, что журналистика – это вообще вещь такая, она часто требует исключений. Тут исключений больше, чем иногда правил. Тут какие, очень часто например, бывает, исключения? Вот в этом случае, например. Теоретически было бы хорошо, конечно, чтобы у вас был штат, например, пул журналистов, пул авторов. Но в силу ряда причин это сложно сделать. Кто-то болеет, кто-то уходит, там одно звено выбывает, получается, весь пул разрушил. Слушай, а как редактировать без слез вообще? Есть какие-то особенности, какие-то, может быть, твои там особенности? Потому что я иногда просто хотела крикнуть там: вон
вон из профессии, что ты здесь делаешь вообще? Ну, да, это сложный вопрос. Нас, что бы ни говорили там наши друзья, скажем так, в какой-то степени не правы, например, говоря о советском образовании. У него были плюсы свои, естественно. Ну, например, логики наши людей не обучали. Она и сейчас плохо обучается. У людей нет логики, они не могут грамотно связать текст, они не знают там логические законы. У них здесь говорится, например, что Аральское море – это море, а через два предложения, что это озеро, а потом оно вообще оказывается речкой. То есть элементарно, я это утрирую, конечно, но часто бывает так, что два предложения назад было, что это было не так. Через два предложения это было так. Это в одном и том же предложении довольно грамотных авторов. Зачастую это случается. Прежде всего, конечно, с ними надо работать. Это риторика, это логика, эти прочие дела. Но планом, может быть, для начала. Я могу сказать, что я читал литературу, например, российские. Там мы все это читали. Там есть, например, каким правкам подвергается текст. Вот обычно это редакция правка. Это вот когда практически полностью материал переписывается. Это вот нам знакомая история. Да, от начала там до конца. Только факты оставляются, которые сам журналист добыл, и мы в них уверены. Зачастую так бывает. И пару запятых еще остается от предыдущего произведения. Фактуру я тоже говорю иногда. Неси мне просто хорошую фактуру, и я потом уже нарисую все остальное. У нас были как раз журналисты, которые досконально, они шли в ведомство, и они получали всю фактуру. Это вот хороший вариант. Они, правда, потом не могли, и много мусора было. Это, нормально, когда ты 100% фактов получаешь, например, там по какой-то теме, 30 из них максимум остаются в статье, остальное все ложится в архив куда-нибудь. И, как скажем, это тот случай, когда ты потом должен доказывать, что ты был прав по этой теме. В общем-то, проблема есть, конечно. Очень слабо пишут. Причина, опять же, в том, журналистика, к сожалению, людям не интересна. Это не только у нас тенденция. Столько много факультетов, столько много студентов. Они заканчивают его, потому что не хотят идти либо в армию, либо просто это, как скажем, родители их куда-то отправляют. Мне даже трудно осознать, потому что у меня нет. Надо с ними соцвопросы проводить. Так я могу просто свои мнения какие-то говорить, почему они идут на эти факультеты. А так, я думаю, им просто нужен диплом, и нужно где-то отсидеться. Время армии, да. Если службу отменят, я думаю, что у многих вузов будет недобор. Очень сильно. У меня такое предположение. Это очень печально, хотя. Просто я помню, как мы начинали. Мы шли и получали тоже копейки. Но как-то что тогда нами руководило? Я говорю, в 2000 году мы были очень большими энтузиастами. К сожалению, я сейчас вижу, 20 лет, и мы уже по 10 кругов обсуждаем одни и те же проблемы. Например, мне уже психологически тяжело даже эти статьи заказывать, просить, писать, потому что зачастую это все одно и то же. Ни одной проблемы, по большому счету, в наших странах, во всех 5 странах, можно так сказать, не решены. Это, опять же, везде нет света, опять же, та же экология, та же самая проблема, опять же, какие-то транспортные тупики, все, ничего не решено. Ты можешь, в принципе, прошлогоднюю статью поднять, обновить чуть-чуть. И эксперты скажут примерно то же самое. Это очень морально утомляет, реально. У нас в 2000 году мы приходили, у нас была вера, была уверенность, что мы сейчас возьмемся за работу, и мы сдвинем. Я в целом говорю, у молодых людей, у общества. Сейчас я вижу, мне кажется, что у многих людей просто, по крайней мере, тем, кто за 40, у них просто усталость. Они уже как-то и не верят ни во что. Да. Я сейчас почувствовала такой уставший. А в журналистику идти это опасно. Ты, конечно, станешь героем, ты станешь знаменитым, но спросите у Абдулло Гурбати, что лучше, быть героем, знаменитым, или быть
каким-нибудь там финансовым работником, например. Поэтому, но все равно в журналистике весело, я говорю, идите в журналистику. Если хотите немножко драйва. Да, если хотите драйва. Ну, я думаю, что все равно у журналистики есть будущее. Вот. Есть я будущее. Уверен. И прежде всего, это будущее, конечно, мультимедийной журналистики, которая в себе удачно сочетает все виды форматов. Там можно слушать, там можно видеть, там можно читать, там можно и сразу же при этом писать ответ на этот сюжет, что вы ничего не поняли, и что на самом деле все было. То есть она дает все возможности коммуникации, обратная связь, мгновенная и так далее. Поэтому за мультимедийными технологиями будущее. И те страны, которые прессуют СМИ, те страны, которые прессуют социальные медиа, они не развиваются уже, это я констатирую, они стагнируют, они уходят назад. И мне просто страшно представить, что если эта тенденция еще 10 лет, например, продолжится, что вообще будет. Но в лучшем случае ничего не изменится. Мы будем опять же все говорить про какие-то конфликты на границах, там, про то, что нет света там где-то и так далее. К сожалению, например, я вижу, в Узбекистане ситуация мало изменилась. Были ожидания, например, что там журналистика воспрянет и так далее. Есть какие-то подвижки, но они очень слабые такие. Я вижу, что люди по-прежнему боятся. Ну, подожди, очень сколько боятся. Времени прошло-то? Ну, не знаю, посмотрим. Но здесь опять же говорится как. У Задорнова была такая, я не поклонник его, но у него была удачная мысль такая, что шаг вперед часто является следствием пинка сзади. То есть мы должны заказывать процессы. Как бы общество, которое на самом деле кому интересен прогресс, например, нашей страны? Кому он интересен? Нашим людям, нашим гражданам. Только нам. Никому он не интересен. Ни на кого мы не можем рассчитывать в этом вопросе. Ни на, там, я не знаю, ни на инопланетян, ни на Америку, ни на Россию, ни на Узбекистан тот же самый. Мы можем, он интересен только нам. И только мы должны оказывать постоянное какое-то такое, ну, говорить об этом. Хотя бы не хвалить, скажем так. Мы должны говорить, что есть проблемы, вот такие. В Узбекистане я вижу, что этого уже не происходит. Лидер должен видеть, что общественное мнение недовольно, оно не удовлетворено ходом и темпом. Если быстрого развития не будет сейчас, мы отстанем от того, Слушай, а как он должен узнать, что общественное мнение недовольно? То есть общество недовольно темпами? Мы сейчас говорим о оценочных суждениях. Мы говорим об аналитической журналистике. Она требует каких-то более точных инструментов. Да? Должны быть хотя бы проводиться более-менее справедливые социологические опросы. Еще какие-то инструменты надо замерять. Это общественное мнение. У нас все косвенное. Я могу судить, поэтому что, например, по очереди возле российского посольства, например, как люди относятся, например, к тому, что у нас происходит, или еще к чему-либо. Поэтому нужны вот эти, чтобы сама власть это инициировала. И я вижу, там в Узбекистане зачастую, например, какой-то блогер что-то пишет, и на него моментально там какой-то чиновник начинает давить. И история заканчивается непонятно как-то так. И блогера вроде бы особо не наказывают, ну и чиновник по-прежнему сидит на своем месте. То есть противоречивые такие сигналы посылаются. Власть должна посылать более четкий сигнал, а общество должно отвечать своим четким сигналом. То есть тогда и будет развитие. Все сферы общества должны между собой коммуницировать. Постоянно. Что-то как-то тогда и будет прогресс. Запечалилась я. Нету, да, не чувствуется этого, ни диалога, ни... Ну, знаете что? Это кажется, что мы такие какие-то особенные. А на самом деле, все люди на самом деле, они одинаковые. И если хоть немножко вы начинаете, скажем так, людям говорить другое, уже интерес, все ориентиры и все эти смещаются, люди меняются. Люди очень меняются. Человек, который 5 лет назад, например, говорил это, через 5 лет он скажет совсем другое.
То есть все динамично на самом деле. И сейчас вот эти новые технологии, благодаря которым, опять же, я говорю, появились мультимедиа, они меняют мир очень быстро. И я думаю, что безнадежных ситуаций нет практически. Так что Ты веришь? Я верю в это, в оптимизм. То есть, да, ты оптимистичен. Трудно жить. А вообще стоит идти в журналистику сейчас? Потому что много же студентов, выпускников. Я уверен, все-таки, несмотря на все проблемы, стоит идти в журналистику, но в журналистику надо идти серьезно. Нужно идти серьезно, нужно осваивать все вот эти новые технологии обязательно. Нужно осваивать инфографику, нужно осваивать тот же машинное обучение. Все, что за этим будущее. Если вы идете в журналистику серьезно, то, по крайней мере, у вас будут перспективы. Мир глобален, как мы сказали. Мир, я уверен, и страна наша будет тоже развиваться. Я абсолютный оптимист. Поэтому я говорю, что мои жалобы не воспринимайте. Наше старческое немножко так... Усталость наша старческая. Идите в журналистику и работайте серьезно над своими навыками, над своими умениями. Читайте побольше литературы, читайте побольше литературы журналистской, да и художественной, какой угодно, хорошей литературы. Изучайте, и у вас все будет хорошо. Ну вот теперь на такой оптимистичной ноте можно закончить наш подкаст. Подкаст создан при поддержке представительства IWPR в Центральной Азии в рамках проекта развития новых медиа и цифровой журналистики. Содержание подкаста может не отображать официальную позицию IWPR. И в том числе мнение Марата точно так же не отображает официальную позицию IWPR. Да, спасибо большое. Пока.